Всем привет! Меня зовут Анна Тюмерова, и сегодня мы с вами встретились для того, чтобы сделать вот такой вот красивый цветочек из гофрированной бумаги и конфеты Ferrero Rocher. Как его делать, смотрите дальше. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, делитесь этим видео со своими друзьями. Гофрированную бумагу я сегодня беру двух оттенков, темно-коричневую и светло-коричневую. Номер 568 и номер 567. И для изготовления одного цветка нам нужна одна конфетка. Конфета Ferrero Rocher. Плюс ко всем этим материалам мы берем обязательно линеечку, ножницы и термопистолет. В первую очередь делаем лепесточки из светло-коричневой гофрированной бумаги. Я отрезаю полоску, равную 2 см вдоль этих линий. Вот эта вот линия, которая разделяет сегменты гофрированной бумаги, должна быть центром моей полоски. В каждую сторону от этой полоски я отрезаю линию, равную 1 см. Эту полоску я отрезаю длиной, равной 6 см. Моя заготовка для лепестка получается шириной 2 см, центральная линия у меня прямо по центру и высотой 6 см. Заготовок для лепестков такого цвета нужно сделать 5 штук. И такого же размера я делаю еще 10 заготовочек темно-коричневого цвета. И теперь из этих заготовок для лепестков вырезаем сами лепесточки. Для этого я беру линеечку и прикладываю к линеечке вот так вот гофрированную бумагу вдоль той полосочки по центру, которая у нас была. И загибаю этот лепесточек, эту заготовку вот так вот на линейку. Мне нужно ровненько загнуть вдоль середины. Хорошенько придавливаю пальчиками саму заготовочку. Теперь кверху я его заостряю. Делаю прям острым-острым конец, а к низу немножко сужаю, чтобы он был не такой широкий. Получается вот такой листочек. Его я чуть-чуть закругляю вот так вот пальчиками. У нас получается вот такой округлый лепесток, который немножко надо раскрыть. Вот такой округлый лепесток у меня сейчас получается, и каждой заготовочке для лепестка я придаю вот такую форму. У меня готовы сами лепесточки. Теперь я беру конфетку, и эту конфетку мне тоже нужно приготовить для цветочка. Так как конфетка держится буквально на одной капельке, нам будет этого недостаточно. Я беру термоклей и капаю еще 2-3 капельки с разных сторон. Жду, пока клей немножко застынет, и после этого выворачиваю юбочку на изнаночную сторону. Сминаю ее вот так вот под конфеткой. На саму юбочку наношу термоклей с нижней стороны, приминаю ее пальчиками. Теперь эта юбочка будет подложкой для конфеты. Следующим этапом я беру светло-коричневый лепесток и по низу этого лепестка наношу термоклей. И приклеиваю этот лепесточек вот так вот под конфетку, к этой подложке, которую мы с вами сделали из юбочки самой конфеты. И приклеиваю так, чтобы лепесточек приклеился пышно. Не прижимайте его плотненько к конфете. Беру следующий лепесток, тоже наношу термоклей и приклеиваю его рядышком. Так, в круговую я приклеиваю 5 лепестков светло-коричневого цвета. И сейчас получается вот такой цветочек. Теперь между этими светлыми лепестками я приклеиваю темно-коричневые. Первый круг темно-коричневых 5 лепесточков. Также наношу термоклей по самому низу лепестка с внутренней стороны и приклеиваю между лепестками светлого цвета. И так по кругу я приклеиваю лепесток за лепестком. Здесь нужно приноровиться, потому что такого типа лепестки приклеивать не очень удобно. И первое время может не получаться, не расстраивайтесь. Если вы будете пробовать, то у вас обязательно получится. И вот мы с вами сделали второй ряд лепесточков. Теперь следующие 5 лепестков темно-коричневого цвета я приклеиваю между теми темными лепестками, которые есть, но при этом не попадаю на светло-серые. Немножко между светло-серым и темным коричневым. Мне хочется, чтобы каждый лепесточек в этом цветочке виднелся, поэтому приклеиваю его между темно-коричневым и светло-коричневым. И третий круг лепесточков у меня будет 5 штук. И сейчас у меня цветочек получился вот такой красивый. И, по-моему, этому цветочку не хватает объема, поэтому я добавлю еще лепестки немножко пошире. Для широких лепестков я беру заготовку шириной 2,5 см и длиной 7 см. Ее я также складываю вдоль линеечки и пополам загибаю. Пальчиками продавливаю. Кверху также заостряю. Принцип изготовления лепесточков тот же самый. К низу сужаю. Немножко растягиваю по внешнему ребру, делаю вот такое закругление и раскрываю. И получается вот такой лепесточек. Таких широких лепестков мне нужно сделать 8 штук. Теперь эти широкие лепесточки я тоже приклеиваю вокруг цветочка. Только их я приклеиваю уже не между этими лепестками, а просто друг за другом. Начинаю между лепестками и дальше нахлестом на этот лепесточек я приклеиваю следующий. Здесь можно приклеить и больше лепесточков, если вы хотите, чтобы ваш цветочек был пышнее. Итак, в круговую я приклеиваю все 8 лепестков.
И вот такой цветочек у нас в результате получается. Аккуратный низ цветочка и очень красивый изящный верх. Вот такой цветочек мы с вами сделали своими руками. В следующий раз мы с вами будем делать целую композицию с этим цветочком. Для этой композиции нам нужен будет один такой цветок, поэтому сейчас вы можете потренироваться, научиться делать его красиво, так, чтобы вам он очень нравился. И следите за новинками на моем канале. Встретимся на следующем мастер-классе. С вами была Анна Тюмерова. Делитесь этим видео со всеми своими друзьями, ставьте лайки и до скорой встречи. Пока-пока!